Друзья, всем привет! Мы в Стамбуле, крупнейшем городе Турции. Мы тут впервые, и поэтому в этом ролике не обойдется без основных достопримечательностей. Но также в этом ролике будет много полезной информации для тех, кто только собирается в Стамбул. Также я расскажу о наших расходах. Хотя нужно учитывать, что в Турции бешеная и инфляция, и девальвация, и информация о ценах может быстро устаревать. Поехали! Как и для большинства туристов, наше путешествие начинается из аэропорта. И в Стамбуле два международных аэропорта, и большинство рейсов из России прилетают в новый аэропорт Стамбула, собственно, в который мы и прилетели. Это же новый аэропорт. Из аэропорта Стамбул можно добраться несколькими способами. Первый, самый очевидный, но далеко не самый дешевый, это такси. Такси стоит вот столько. Это в лирах. Это можно умножать на 3 рубля, то есть примерно вот 3000 рублей стоит такси. Второй способ – автобусы фирмы Hava East. Это не муниципальный транспорт, это фирма, осуществляющая перевозки из аэропорта в сам Стамбул. Стоит это, по-моему, 100 с чем-то лир, по-моему, 130. Вот. Их нельзя оплатить Istanbul Card, об Istanbul Card чуть-чуть позже. Их можно оплатить либо наличкой, либо картой, но не российской. А если и российской, то максимум Union Pay, но я это не проверял. Вот. И третий способ, самый бюджетный, это метро. В 2023 году до нового аэропорта Стамбул довели ветку. И теперь оттуда можно уехать на метро. Вот так, мы добрались на метро. Стоило нам это 23 лиры, мы сели в аэропорту, потом вышли и сделали пересадку. Стоило еще 17 лир, в итоге 40 лир на одного. Его можно оплачивать Istanbul Card. Istanbul Card – это карта, которой можно оплачивать весь муниципальный транспорт в Стамбуле. Автобусы, трамваи, метро и даже паромы. Купить эту карту можно вот в таком вот аппарате. Эти аппараты стоят и в метро, и на трамвайных остановках, и на причалах. Стоит карта 70 лир. Можно оплатить как наличкой, так и картой. Но напомню, картой иностранной. Вот и наша улица. И где-то тут наш отель, наверное, даже. Вот он. Рядом с тележкой с мусором. Немного слов о нашем отеле. Называется он Tulip House. Находится в историческом центре Стамбула. Вот. С видом на море и чае. Да, вид из окошка красивый. Вот стоил он, значит, 20 тысяч рублей за 5 дней. Я его бронировал на островке. Он стоил на букинге на 3000 дешевле. Но когда я бронировал, у меня не было карты иностранного банка, которая работает на букинге. Но позже я ее получил. В Казахстане, кстати, об этом есть видео. И поэтому мы его забронировали за 20 тысяч рублей. Хотя можно было забронировать на 3000 дешевле. В общем, тут, в принципе, все чистенько, хорошо. Ремонт, конечно, тут старый. Вот такие трещины на стенах. Так, недорогой отель в центре. А Тут... еще здесь есть секретное место. Ну-ка, что за секретное Вот место? оно. Здесь есть лестница, мы еще не знаем, куда она ведет. Можно в другие номера такие же. Ничего себе.
до основных достопримечательностей Стамбула тут идти совсем недолго. То есть там, Топкапы, километр, Айя-София, площадь Султан Ахмед. Все это в шаговой доступности 10-15 минут. Так что у этого отеля есть преимущество, это его местоположение. Хотя тут недалеко рынок, и возможно это не преимущество, потому что Гранд Базар, кстати, самый большой крытый рынок в мире. Возможно, это не преимущество, потому что возле рынка всегда суета, всегда грязно, всегда много людей. В общем, так вот. Но есть другие преимущества. Вот, например, вид из окна. Какой он красивый. Итак, я уже готов и предлагаю наконец-таки погулять по Стамбулу. Для тех, кто не хочет смотреть ролик, но кому интересны актуальные цены на некоторые достопримечательности Стамбула в феврале 2024 года, сейчас будут цены, с которыми я лично столкнулся или видел на кассе. Галатская башня – один из символов Стамбула. Вход 650 лир. Телебашня Чамлыкджа – самое высокое сооружение Турции. Вход на смотровую 600 лир. Дворец Топкапы. Комбинированный билет, включающий дворец, гарем и церковь Святой Ирины, 1500 лир. Айя-София – тоже всемирно известный символ Стамбула. С 15 января 2024 года вход стал платным и составляет 25 евро. Мы туда не попали, но цены я лично видел на кассах. Цистерна Базилика – одно из самых крупных подземных водохранилищ Константинополя, 600 лир. Стамбульский аквариум – крупный океанариум, занимающий лидирующие места в мире по объему и разнообразию морских обитателей. Вход 750 лир. А сейчас мы на Галатском мосту. Это мост через залив Золотой Рог, который впадает в Босфор. Мост соединяет районы Эминönü и Каракөй. В районе Эминönü возле моста находится крупный паромный узел, а также остановка трамвая Т1, который проезжает по историческому центру. Также можно сделать пересадку на трамвай Т5. Сам мост двухуровневый. На верхней части автомобильная дорога и линия трамвая, того самого Т1, а нижняя часть исключительно пешеходная, с кафешками и ресторанами. Возле этого моста мне встретился человек, который уронил щетку для чистки обуви передо мной. Это классический стамбульский развод. Перед вами роняют щетку, вы как джентльмен, как порядочный человек, либо поднимаете ее, либо окликните чистильщика. И он в знак благодарности попытается вам почистить обувь. Но не бесплатно, как позже выяснится. Так что, если кто не знает, имейте в виду. Я знал, и этим, наверное, расстроил мошенника. А еще на мосту всегда много рыбаков. Со всеми вытекающими, само собой. Ладно, двигаемся дальше. Хотели подняться на Галатскую башню, на вот эту вот. Но тут какая-то очередь вообще нескончаемая. Вот, я даже не знаю, где ее конец. И у нее еще закрыт последний этаж верхний на реконструкцию. Там сейчас леса. И стоит все это удовольствие, ну, не знаю, может быть сейчас цена ниже, хотя вряд ли, потому что закрыт верхний этаж. В общем, стоит это примерно 2000 рублей вход за одного взрослого. Вот так вот. И очередь тут вообще не заканчивается. А нет, вот закончилась. Здорово. Судя по всему, касса внутри. Но в очереди мы решили не стоять, а прогуляться по одной из самых популярных пешеходных улиц Стамбула, улице Истекляль. Просто нереально много людей. Такой вот трамвай.
Какие прекрасные звуки в Стамбуле. Вот много скорых. Они все стоят в пробках. И ничего не слышно. А на вот этой улице Истекляль в 2022 году произошел теракт, в результате которого погибли люди. Там какая-то женщина-смертница взорвалась. Да когда-нибудь это закончится, эти пробки и эти звуки. И вот эта улица Истекляль, она длиной 1,6 километра примерно. Вот. И она упирается в площадь Тактим. И вот эта площадь, на ней установлен памятник. На нем присутствует Ататюрк, это, по сути, основатель современной Турции. И даже где-то тут есть чекист Климент Ворошилов. Вот он где-то. Вот я, если честно, пытаюсь его сейчас найти, но не пойму где. Возможно, его так я и не узнаю. В общем, он где-то тут есть. Кстати, тут есть не только Ворошилов, а тут вот написано, что тут еще Фрунзе. В общем, вот Ворошилов и Фрунзе рядом с Ататюрком стоят, а Ататюрк посередине. А Фрунзе — это вообще герой практически прошлого ролика, где мы были в Кыргызстане. Кыргызстан, а точнее Бишкек, а точнее Бишкек, как это тогда называлось, это родина Фрунзе. И вот мы его снова встретили уже не в Бишкеке, а в Стамбуле. Решили прокатиться на историческом трамвайчике, потолкаться в куче народу. В общем, мы дождались, пока исчезла очередь, и поднялись внутрь Галатской башни, одной из символов Стамбула. Здесь есть макет старого Стамбула. Да, вот. Верхний этаж, который самое интересное место, открытая площадка вокруг. 8-й этаж башни, он сейчас на реконструкции, он не работает, и мы все можем находиться вот только на 7-м этаже. И стоит это удовольствие, нам вышло на троих примерно 6 тысяч рублей. Просто подняться на вот эту вот площадку. В общем, цены у них действительно ужасные просто. Тут работают музейные карты. Вот, но это надо либо устраивать забег по музеям, и стоят они очень недешево. Вот, допустим, я не знаю, есть музейная карта, стоит она примерно 7500 на одного. Там входит примерно 10 музеев, из прям таких хороших только 2 места. Остальные такие менее известные, ну, может, они крутые, но про них мало что известно мне. И они никогда не попадают ни в какие рейтинги, ни в какие топы. Есть еще другой вариант, тоже называется это уже не музейная карта, а туристический пропуск. Туда уже входит куча достопримечательностей, но он тоже мега дорогой. На один день он стоит примерно 12 тысяч рублей на одного. Допустим, на 5 дней это уже будет стоить в районе 18 тысяч. То есть оно не так сильно, прогрессия другая уже идет. В общем, но все равно для этого надо устраивать забег по музеям, и в некоторые дворцы, в некоторые мечети, в некоторые музеи возможен вход только в составе экскурсии. То есть ты даже не можешь прийти, когда хочешь, тебе надо бронировать место. Вот такие вот цены в Стамбуле. Вообще эта башня, конечно, это один из символов Стамбула. Она построена была в 1348 году, но она строилась год
до 1349. Высота ее 67 метров, но над уровнем моря она 140 метров, потому что она расположена на холме. И тут есть даже бинокль. И я бы не удивился, если бы он еще стоил там рублей 500, но он вроде как бесплатный. На каждом этаже этой башни какие-то выставки, какие-то экспонаты. Где-то картины, вот как тут фотография, где-то какие-то артефакты. И вот Мустафа Кемаль. О, я вижу флаг Кыргызстана, моего любимого. А, кстати, у них уже флаг другой, с ровными лучиками. Вот и все. Сейчас 22:15. И вот столько народу. Просто невероятно много людей в Стамбуле. А еще здесь много не только людей, но и кошек. По некоторым данным, в Стамбуле их может быть более миллиона. Котов тут можно встретить где угодно. В Турции коты скорее считаются уличными животными. И единственное животное, которому не запрещен вход в мечеть, как вы уже догадались, это кошка. Кстати, до 2021 года турецкое законодательство определяло животных, как бездомных, так и домашних, как товары, а не как живых существ. Это определение подвергалось критике со стороны активистов по защите прав животных. Согласно поправкам, принятым в 2021 году, домашним и бездомным животным был присвоен статус живых существ, что позволило наказывать за преступления против них тюремным заключением сроком от 6 месяцев до 4 лет. Закон также предусматривает стерилизацию всех бездомных животных Турции. Кстати, о стамбульских кошках даже вышел в 2016 году полнометражный документальный фильм. Сейчас мы поплывем из Европы в Азию за 22 лиры. Это муниципальный городской паром, и он просто как общественный транспорт. Ну, тут есть и прогулочные, экскурсионные, частные. В общем, паромы тут развиты очень-очень-очень хорошо. Так что мы вот сейчас переместимся в другую часть света за сущие копейки. С причала Эминönü можно много куда уплыть, но мы в данный момент уплыли в азиатскую часть, на причал Üsküdar, чтобы дальше направиться к телебашне Çamlıca. Вот и все, мы в Азии уже буквально за 10 минут на вот этом пароме. И тут, кстати, вот этот мужик, я его уже несколько раз видел и в метро, и по телеку он что-то вещает. Какой-то, видимо, важный чувак тут, в Турции. Как оказалось, это мэр Стамбула Экрем Имамоглу. И почему он вообще попал в этот ролик? Дело в том, что он представляет оппозиционную партию Эрдогану. И на выборах мэра в 2019 году он с небольшим перевесом обошел оппонента из правящей партии. Эрдоган тогда призвал аннулировать результаты выборов и назначить новые, на которых Имамоглу победил с еще большим перевесом. Так вот, я счел этот факт достаточно любопытным, что в Турции, далеко не самой демократической стране, есть признаки этой самой демократии. Хотя откуда мне, россиянину, знать, что такое демократия? Ладно, продолжаем. А вот, собственно, это башня Çamlıca, это самое высокое строение в Турции. Мы сейчас туда пойдем. Это Çamlıca Tower, ее высота 369 метров, но так как она находится на холме, у нее
высота над уровнем моря 583 метра. И тут панорама 360 и видно весь Стамбул во все стороны. Вот это самая большая мечеть в Турции. Чамлыджа тоже называется. Ну, этот район Чамлыджа. Принцева острова. И стоит это все дело 600 лир. Я смотрел в отзывах, летом это стоило 350 лир, в ноябре это стоило 450 лир. И это, в принципе, последняя цена, которую я видел. И я думал, что такая цена и осталась. Но нет, она поднялась. И стоит это 600 лир. Соответственно, это можно умножить на 3, получается 1800 за одного. Мирослав опять прошел как взрослый. То есть на него не детский билет, а взрослый. И получается, что мы отдали опять практически 6000. Еще интересная вещь, которую я не сказал, то что тут такие цены дорогие только для туристов, потому что для местных и для тех, у кого есть ВНЖ, тут цены совершенно другие. Допустим, музейная карта, которая стоит для туриста 2500 лир, то есть 7500 рублей, для местных стоит 60 лир, то есть 200 рублей, ну, практически бесплатно. И так во всем. То есть примерно там от 5 до 10 раз отличаются цены. Ну, в среднем. Возможно, есть какие-то исключения, но примерно где-то так. То есть для местных либо в 5, либо в 10 раз дешевле это стоит. Так что в Стамбуле невыгодно быть туристом, выгодно быть местным. В ходе нашей поездки мы посетили 3 крупные мечети Стамбула. Мечеть Чамлыджа, самая большая мечеть Турции, мечеть Султан Ахмед, более известная как Голубая мечеть, и мечеть Сулеймания, во дворе которой покоится Сулейман Великолепный. Все они на данный момент бесплатные. Мечеть Султан Ахмед или Голубая мечеть. Шедевр архитектуры 17 века. Была построена в 1617 году. Хотя она более известна как Голубая мечеть, сами турки на протяжении всей истории ее так не называли. А называют ее голубой из-за голубых плиток, которые украшают внутренние стены мечети. Там есть и другие цвета, однако доминирует при входе голубой. Высота купола 43 метра, диаметр 23,5. Имейте в виду, что в определенное время вход для туристов закрыт. Мечеть Сулеймания. Мечеть строилась с 1550 года по 1557 по приказу Сулеймана Великолепного. Высота купола 53 метра, диаметр 27,5 метров. Во дворе расположено кладбище и склепы, в которой покоится Сулейман Великолепный, его славянская жена Хюррем и другие члены семьи. Возле мечети классная смотровая площадка. Мечеть Чамлыджа. Самая большая мечеть Турции. Она была открыта в 2019 году. Вмещает мечеть 63 тысячи человек. У мечети 6 минаретов, высота 2 дальних по 90 метров, 4 ближние по 107,1 метра, в честь сражения при Манцинкерте в 1071 году. Высота купола 72 метра, а диаметр 34. Кстати, 34 это автомобильный код Стамбула, возможно, это как-то связано. Сейчас, не считая такси, к мечети ближе всего можно подъехать на автобусе. Остановка находится напротив. Но к мечети ведут ветку метро. В данный момент идет строительство. Понедельник. До обеда. Не летом, не в сезон по сути. Вот такие тут толпы и очереди. Вот они все хотят попасть. Я не знаю, это, наверное, стоп-капы. Ну вот Айя София. И нам, скорее всего, надо будет встать вот в эту очередь, чтобы туда попасть. Хотя нет, это очередь в Айю Софию. Чтобы не стоять в таких очередях, есть, собственно, музей
Pass ты можешь купить эту карту. Кстати, она покупается в том числе и в таких кассах. Вот, и проходить без очереди. Но нам, в принципе, эта карта не нужна. Ну, единственное, что у нее преимущество, то, что вот можно пройти без очереди. И не стоять вот в очереди, которая даже, если честно, не видно, где заканчивается. И, судя по всему, нам предстоит такая же очередь. Вот стоит 25 евро в Айо Софи, то есть 2500 рублей примерно на одного. Вот такая вот история. Вот тут можно купить билет в Топкапы. Вон он, собственно, сам дворец. Топкапы, Святая Ирина и гарем. В общем, комплексный билет стоит 1500 лир за одного, 4500 за троих. Надо вставить вашу карту сюда, и вам здесь прилетят билетики. Ждем, пока они выскочат. Please enter your PIN. Все. Сказал прощай 15 тысячам рублей. Очень жаль. И вот первый билетик. Вот так он выглядит. Такая штука стоит пятак. Еще билетик. И еще билетик. Эх, жаба моя сидит и душит меня. 15 тысяч рублей. Мы... Ну ладно, может не 15, сколько? 4, это 13 500. Небольшое преимущество карты, то что не надо стоять в очереди. Хотя она, кстати, небольшая. Я думал, тут будет больше. Вот в Айо Софию действительно ужасная очередь. А так никакого преимущества нет. Либо ты платишь наличкой 1500, либо картой. Вот, собственно, этот дорогущий дворец Топкапы. И там можно получить бесплатно аудиогид. Мы взяли аудиогиды на русском языке. Вот. Они бесплатные, но надо оставить под залог паспорт. Вот мы оставили паспорт под залог. В ходе экскурсии, находясь в помещениях музея, вам будет даваться информация об этом месте на вашем родном языке. На нашем родном Чтобы получить языке. информацию о конкретном экспонате, достаточно нажать кнопку с номером экспоната на аппарате. Дворец Топкапы – одна из самых значительных достопримечательностей Стамбула. Построенный в 15 веке, он был главным дворцом Османской империи в течение почти 400 лет. В середине 19 века резиденция султанов переехала в другой дворец. После падения Османской империи указом Мустафы Кемаля дворец был объявлен музеем. Его площадь более 700 тысяч квадратных метров, что делает его одним из крупнейших в мире. Число экспонатов в нем около 65 тысяч. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Нужно учитывать, что если вы берете отдельный билет только во дворец, то вы не сможете бесплатно посетить гарем и церковь Святой Ирины. Отдельный билет в гарем стоит 500 лир, в церковь 60. Учитывая цены на достопримечательности в Стамбуле, цена в Топкапы уже и не кажется такой высокой в сравнении. Поэтому в дворце можно спокойно провести 3-4 часа и при этом не заскучать.
А теперь перемещаемся в цистерну Базилика. Это крупное подземное водохранилище Константинополя. Так раньше назывался Стамбул, если что. Вообще под Стамбулом обнаружено много цистерн. Цистерна с греческого означает водохранилище. В Базилике хранилась вода на случай засухи или осады города. Базилика размером 145 на 65 метров. Емкость 80 тысяч кубометров воды. Потолок поддерживают 336 колонн. В основании 2 из них расположены головы медузы Горгоны. Цистерна Базилика – первое место, в котором у нас не спросили возраст ребенка и просто оформили ему бесплатный билет. Респект кассирам. И пока мы не уехали далеко, хотелось показать, вот такие аккуратные подземные контейнеры встречаются в центре Стамбула. Во всяком случае, я их видел только в центре. А кому интересен объем, пожалуйста. А теперь от мусорок переносимся в Мраморное море. Мы плывем к Принцевым островам. Это группа из 9 островов, расположенные примерно в 20 километрах от центра Стамбула и официально считающиеся его частью. Мы поплыли к самому большому острову Büyükada на муниципальном пароме, который стоил 57 лир. Наш путь начинался от причала Кабаташ в европейской части Стамбула. Затем была остановка на причале Кадыкёй в азиатской части. И далее через острова Кыналыада, Бургазада, Хебелиада мы прибыли к нашей цели, к острову Büyükada. Дорога заняла чуть более 1,5 часов. На причалах ищите вывеску «Адалар». Это и есть Принцевы острова. Зимой на Принцевы острова стоит съездить, чтобы ощутить контраст от материкового Стамбула и передохнуть от его суеты. На островах запрещены автомобили и другой транспорт с двигателями внутреннего сгорания. И есть он тут только у спецслужб. По островам можно перемещаться на электротранспорте, велосипедах или пешком. Мы приплыли на Büyükada вечером, и времени у нас было немного, чтобы погулять. Но тем не менее мы успели проникнуться ее особой атмосферой, совершенно отличной от Стамбула. А теперь мы перемещаемся в последнее интересное место нашей поездки – Стамбульский аквариум. Много я о нем говорить не буду, скажу только, что он нам очень понравился. В нем огромное количество разнообразных морских обитателей и даже есть тропическая тематическая зона, в которой может пройти дождь. Также в нем наша семья впервые увидела пингвинов живьем. Добраться до него можно на ветке пригородных поездов Мармарай. А теперь подведем итог. Перелет туда-обратно без багажа 32 205 рублей. Отель в Стамбуле 20 655 рублей за 5 дней. Отель в Адлере 2200 рублей за одну ночь. Стоянка автомобиля в Адлере за 7 суток 2800. Бензин 2500. Роуминг 3200. Такси из и в аэропорт 600 рублей. Питание в Стамбуле 14 100 рублей. Билеты на достопримечательности 34 800 рублей. Проезд в Стамбуле 6700 рублей. Сюда я не включил сувениры и некоторые необязательные расходы.
Плюс курс тут рассчитан ровно 3 рубля в лире. В действительности у нас курс был немного хуже, так как доллары, которые впоследствии менялись на лиры, были куплены раньше, в том числе и по менее выгодному курсу. Плюс конвертации по банковской карте. Так что конкретно в нашем случае прибавляем плюс 10 и получаем правдивый итог. Вот такая у нас получилась первая поездка в Стамбул. Мы обязательно сюда еще вернемся и увидим то, что не успели в этот раз. Погладим местных кошек, прокатимся по Босфору и вдохнем неповторимую атмосферу стамбульских шумных улочек. More than just in my secrets. The more, the children of all. 'Cause we are still kids, but we soaked. Во время монтажа этого ролика пришли новости о гибели Алексея Навального. И какими бы ни были формальные причины его смерти, все мы знаем, кто в этом виновен. Навальный не только хотел, чтобы Россия стала свободной, но и прикладывал к этому невероятные усилия, жертвуя собой. И вот, теперь его нет. Светлая память.